Переходим уже к недвижимости. И, друзья, начинаем традиционно, естественно, с муниципалитета Ларнака. Видим на карте, как Google Map отрисовывает границы данного муниципалитета. Очень быстро расскажу, как пользоваться данной информацией. Ну, во-первых, на карте мы видим информацию полную. Это у нас новое жилье, апартаменты класса А и Б. Давайте договоримся, что я буду называть апартаменты класса А и Б новым жильем. Это есть классификатор, который, так сказать, создан компаниями-застройщиками, и который гласит о следующем, что А и Б, ну там еще Б плюс есть, это апартаменты, которые построены в зданиях, сооружениях, где использовались современные материалы, то есть это энергоэффективные материалы, где зимой не холодно, а летом не жарко. Ну, так, по крайней мере, гласит молва от застройщиков. А вот апартаменты класса С, Д, Е, Ф это уже, в общем-то, старое жилье, будем говорить так. И еще одна особенность. Новые апартаменты класса А, Б, Б+, это, как правило, жилищные комплексы или жилые комплексы, где присутствует, конечно же, инфраструктура, то есть там и приусадебные, там какие-то не приусадебные, а территория, которая относится к жилищному комплексу, за который ухаживают. Это и бассейн, который, как правило, обязательно входит. В свое время, когда я только приехал на Кипр, у меня стояла задача, значит, снимать в аренду квартиру или же в новом жилищном комплексе вот с этими со всеми удовольствиями, да, что вроде бы как новое жилье и бассейн, и там садик ландшафтный есть и так далее. Или же снимать апартаменты старые, С, Д, Е, Ф. Ну, поездив, посмотрев разные варианты, я все-таки остановился на апартаментах класса С. Почему? Потому что это более аутентичные греческие дома. Я в доме живу. То есть здесь есть и сад, и, в общем, отдельный вход, и ты ни от кого не зависишь. Это очень важно на самом деле для человека, который сбежал с города миллионника, с Киева, напомню, я приехал. И, конечно, бы не хотел жить в человейнике, где, в общем-то, ты буквально зависишь от окружающих тебя людей. Поэтому рассказал очень подробно даже свою историю так сказать, классификации на острове Кипр. Итак, новое жилье. Начинаем с нового жилья. Это 2987 евро стоимость квадратного метра и рост за один месяц плюс 0,17%. Мы можем посмотреть вниз, перемещаем свой взгляд, это экселевские данные. Здесь вы также можете увидеть также административно-территориальное отделение уже муниципалитета города Ларнака на ценовые зоны или же районы. Некоторые жилые комплексы себя позиционируют как отдельный практически район. Поэтому перечитывать все не буду. Рынок достаточно развитый, как нового жилья, так и старого. Стоимость, естественно, тоже различается достаточно сильно, от 6 тысяч евро до там, 1485, здесь видим, да. Можете прочитать. Значит, средняя стоимость квадратного метра в целом по городу, муниципалитету Ларнака в феврале 2026 года достигла 2987 евро, что показало динамику роста всего лишь за месяц, плюс 0,17%. Друзья, давайте посмотрим, что произошло с новым жильем в городе, муниципалитете Ларнака в течение 12 месяцев. Период исследования февраль 2025 год, видим 2897 евро. И уже в феврале 2026 года видим 2987 евро стоимость квадратного метра, что, собственно, показало, смотрим вниз на табличку, красный шрифт, что показало нам за год динамику роста
3,10%. То есть это вполне адекватное поведение рынка. Почему я так называю? Мы будем рассматривать макроэкономические показатели, и я вам объясню, почему я считаю, что это вполне адекватное поведение рынка. Следующий слайд посвящен старому жилью, но также в муниципалитете Ларнака. Смотрим на карту. Апартаменты соответствующего класса стоят 2368 евро, что показало нам также динамику роста, более значительную, чем новое жилье, плюс 0,21%. Это всего лишь, друзья, за месяц. Вы также можете посмотреть, я на карту сейчас обращаю ваше внимание, как сильно отличается стоимость нового жилья от старого. Вот здесь сводные данные, вы видите, порядка 500 евро стоимость на квадратном метре отличается. А с учетом того, что новое жилье, это, как правило, однокомнатные, которые начинаются там от 50-70 метров, то есть большие метражи, то в целом стоимость квадратного метра и в целом квартиры, естественно, очень сильно отличается от старого жилья. Итак, внизу видим табличка, также видим географическое расположение или локации того или иного массива или района. И что? Подводя итоги, видим, что в феврале 2026 года среднее арифметическое число в целом по старому жилью города-муниципалитета Ларнака составило 2368 евро. Еще раз повторюсь, рост на 0,21%. Мы рассматриваем сейчас таблицу. Внизу итого, подчеркиваю, это красным шрифтом на слайде прорисовано. Дальше, друзья, смотрим, что за год произошло со старым жильем. Период исследования февраль 2025 год. Это 2278 евро. Видим, что в феврале 2026 года это уже 2368 евро. Что показало нам динамику роста? Смотрим внизу таблица экселевская. 3,92%. Ну, чуть больше вырос старое жилье, чем новое жилье. Видим почти на 4% за год. Это тоже адекватно вполне себя ведет рынок жилой недвижимости.